Здравствуйте, мои дорогие друзья! Таро расклад. Вы и он, ваши взаимоотношения. Неоконченная пьеса, пауза или конец. Бывает такое в нашей жизни, и я так думаю, пусть не для всех понятно этот расклад, но кому-то это будет интересно, важно услышать. Если ваши взаимоотношения развивались какое-то время, может быть, даже были какие-то договоренности, и казалось, все определено, все понятно. Может быть, где-то вы даже успели расслабиться, думая, ну вот, наконец, уже какое-то понимание или какая-то ясность моей жизни произошла. И вдруг молчание, к примеру, или какие-то действия или бездействия, наоборот, со стороны партнера, когда вы тоже становитесь невольно перед фактом, а может, это мне показалось. Допускаю также какие-то новые стороны характера, о которых вы не подозревали, тоже вас могут поставить в тупик. И, может быть, это вы сами, а не партнер, несколько притормозили, словно решили отойти в тень, пронаблюдать, к чему же это в конечном итоге все идет. Давайте рассмотрим один из вариантов. Что же ждать в ближайшее время? Куда идут ваши отношения или что будет между вами в ближайшее время? И это время ближайшее возьмем, ну, наверное, месяца 2-3, не больше. Если находит отклик такой расклад, мы просто будем делать почаще, и я буду благодарна вашим комментариям. Насколько это актуально? Но вначале все же давайте пару слов узнаем о вас. Стоит вам смотреть этот расклад или нет. Может быть, это... Хотя уже как бы само заявленное, да, или название видео, оно говорит о многом. Кого это не интересует, может определиться. Но все же мы все разные. Какую историю нам расскажут карты? У нас сегодня колода Ленорман и колесо года. Давайте мы сначала попробуем на Ленорман. Ну, вот так немножко окунемся в прошлое. Что именно событие, что в вашей жизни происходит сейчас или по вашим отношениям? Какова вот эта обстановка? Как это вот вы воспринимаете? А ведь и правда, смотрите, плеть и метла. У кого-то или кто-то из вас уже думает, что, ну, это, видимо, завершение. Причем такое, знаете, нелепое завершение. Действительно, между прошлым и будущим. Не то будет что-то продолжено, или можем мы продолжать, найти какие-то точки взаимодействия, или безвозвратно что-то утеряно. Потому что это как наказание какое-то. Вы можете, кстати, воспринимать взаимоотношения с партнером как своеобразное наказание, или, как мы говорим, карма какая-то настигла, да. Ну, почему я вот именно такого человека встретила, к примеру? Я такое могу предположить. Потому что, ну, слишком тяжеловато. И вам-то самим, скорее, вы уже внутренне готовы к тому, чтобы все прекратить. Что-то вам до чертиков надоело, мои дорогие, это точно, потому что хочется вымести вот этот ссор из собственной жизни, или какие-то мысли навязчивые, от них тоже хочется избавиться. И если мы говорим плеть, уже вот эту карму хорошо, я приняла, вы можете вот так говорить, но почему меня эти мысли не оставляют? Почему я снова и снова окунаюсь в это прошлое, и хочется от этого, ну, просто освободиться? Вот интересно, вот такие отношения непростые. Правда, в тему расклада. Может быть, это отношения по переписке. Может быть, и была не переписка. Мы же говорим, что какая-то история, предполагаем, была. Скорее всего, какие-то отношения развивались. Я могу предположить, что это были и семьи, а у кого-то все к этому шло, к созданию семьи или оформлению юридическому отношений. А потом вместо реальных продолжений у нас есть какая-то переписка. Вот, ну, к примеру, я так могу предположить. Или, кстати, у кого-то даже может и так, что и переписка закончилась, а вообще человек исчез, словно и не было. Но, может быть, вы смотрите это видео, все-таки есть у нас аркан письма, правда? Хотя тут больше такое письмо какое-то очень важное, потому что сургучная печать. Не совсем тут любовные какие-то признания и так далее, нет. Тут именно через бумагу к вам приходит какое-то осознание, или, может быть, это человек какое-то время вот был в этой самой паузе, может быть, и вы какое-то время в ней находились, но вот вы получаете письмо и понимаете, что это как новая точка отсчета. И вот именно с этого момента или мне вперед,
или я уже, ну, буквально на чем-то ставлю крест. Я такое могу предположить. Что у нас еще? Ну да, тут такое, даже если получили вы сообщение, оно никуда не идет, все-таки я больше вижу. Или вы предполагаете, кто-то пытается манипулировать. Явно нам рассказывают о той истории, которая еще не закончилась, это правда. Не завершилась эта пьеса. Какие-то последние аккорды вы еще не сыграли. Это тяжело. Вам уже, вы готовы на любой, наверное, вариант, лишь бы была ясность, было понимание. И не хочется никакой двойственности, не хочется никаких качелей. Ну вот опять же качели, карта леса. Вы чувствуете какую-то хитрость. Вы сами настороже. Что же еще тянется у нас из прошлого? Ну вот не очень какие-то позитивные карты, но мы рассматриваем, напоминаю, прошлое. То есть, ну, наверное, к чему все идет или будут ли продолжены вообще отношения. А надо ли продолжать? Тут больше, наверное, таких вопросов. Поскольку карта тучи нам тоже не дает однозначный ответ. Какая-то неразбериха тянется. И, может быть, это вы какой-то период жизни ждали, что ну вот выглянет солнце, постепенно все встанет на места. Вы могли уже за последний период вашей жизни или вот того времени, когда случилась какая-то ситуация или случилось прозрение, вы допускали, что вы можете ошибаться. И вы, может быть, ждали, вот, кстати, этого письма, что человек откликнется и все же все расставит по местам. Почему он так поступил? Ну, правда, бывают совершенно объективные в нашей жизни обстоятельства, когда мы вынуждены, забыв обо всем, переключаться на что-то другое. Хотя я должна сказать, это все равно не повод для взрослых людей и серьезных отношений. И, скорее всего, если даже такой факт вас заставляет задуматься, вам не кажется. Это действительно какая-то история, как уравнение в математике со множеством неизвестных. Что у вас сейчас? Вот мне хочется именно на Ленорман. Ну вот правда, неверие, смотрите, лиса, змея. Вы понимать можете, что тут у каждого будет немножко по-своему. Все зависит от того, до какого контекста продолжались ваши отношения. И если правда, это были глубокие или более длительные отношения, если это была семья, понятно, что тут у вас масса вопросов, которые вам еще предстоит уладить. Или самых фактических, конкретных вам их нужно прояснить. И вы где-то, вот как эта змея, могли уже затаиться, а другого не остается. А что ж ты тут сделаешь? И это вы так мудро готовы к любому повороту событий. Но даже для тех, кто недавнее какое-то прошлое ваших отношений, то вы тоже уже есть повод не верить. Но для вас, наверное, вот тот факт, когда вы все-таки еще не поставили точку в ваших отношениях, вы допускаете, что продолжение следует, но при этом вы настороже. Вы больше настроены столкнуться с каким-то как коварством или с хитростью. Не ждете вы тут ничего, да. Вы тут не ждете никакого, ну, позитивного поворота. Правда, вот удивительно, но ведь все карты нам говорят об этом. Но, тем не менее, давайте идем дальше. Видимо, эта история с какой-то паузой или двойственностью, она достаточно длительная. Или отношения очень долгие. Не вычеркнешь или просто так не забудешь. Не скажешь, что этого не было, или, махнув рукой, так повернулся, отряхнулся и пошел дальше. Нет, тут то, что запало в душу. И вот 33, посмотрите, с одной стороны это 6, вроде как победа. И вроде как есть возможность, ключи, выйти из этой клетки. И вот правда, вы можете продолжать взаимодействие или ожидать, что человек объявится. Можете сами, кстати, пытаться какие-то первые шаги сделать, дабы вызвать его на какую-то определенность. Может быть, даже такой момент спровоцировать на конкретного человека, на какие-то действия, но при этом вы, знаете, как полностью настороже. Вы само чувство, вы учитесь слышать кожей или понимать, как через, может быть, сказанное между слов или написанное между строк, куда идут наши отношения. Вы ищете эти знаки судьбы, чтобы понять, даром я теряю время или, если есть что терять, то каким образом, или есть какая-то зависимость. Может быть и так. И здесь ведь может быть материальная зависимость.
какие-то партнерские отношения, которые, так тоже бывает, они, может быть, изначально строились даже на работе или на каком-то бизнесе, но потом добавился чувственный момент. И здесь вот все сложно. Тут в одном клубке попробуй тут расставь все по местам. И поэтому однозначно, правда, рубить с плеча не получается. А нужно как-то красиво в то же время это завершить или продолжить. Что у вас сейчас? В настоящий момент. А вы знаете, вы уже готовы к новым отношениям. И мы смотрим на вас. Вы любая как бы ситуация, любой выход, но лишь бы он появился. Может быть, это и карта будет ребенок, это всегда начало. Вы предполагаете, что человек вас, к примеру, будет в какое-то новое начало заводить, и тут вы не очень-то склонны верить. Но если касаемо вас, то вам наоборот хочется завершить какой-то период такого, знаете, отшельничества, потому что для многих из вас это как состояние отшельника, на самом деле одиночество. Может быть, одиночество вдвоем. Или это вы такой ответственный человек, серьезный человек. И вот для таких людей очень сложно. Пока я не пойму, да, вы можете так думать, пока я не пойму, что же в этих отношениях я не могу идти вперед. Я не хочу, может быть, сюрпризов каких-то. И душой вы уже хотели бы другого партнера, больше ясности, понимания, но пока это не удается. Ну, все карты вы собрали. Хотела спросить, что же сейчас? Подвести итоги. Вы уже готовы, мои дорогие. И правда ведь эта карта у нас не случайно, сама по себе, о том, что мы собираем урожай. Ну, какой вырос урожай, тут и собираем, правда? А с другой стороны, у нас ведь серп, и мы можем пораниться. Может быть, у кого-то ситуация намного сложнее, чем просто банально. Напишет, не напишет, ну не напишет и ладно. Правда? Вот. А действительно какая-то зависимая ситуация. Все же серп, если мы говорим пораниться, значит, это может быть какая-то история, которую вы предполагаете, может начать развивать партнер или человек, которого вы загадали. Здесь не совсем, наверное, с области чувств подход. Тут явно есть какие-то еще другие вопросы, по крайней мере, нам говорят об этом карты. И для кого-то ведь из вас будет не письмо, а конкретно какие-то документы. И, может быть, уже и отношений-то нет, а вот себе-то навредить не хочется. Есть какая-то, правда, зависимая ситуация, значит, и по документам. И тогда вот этот серп нужно как-то сделать красиво. Сложить этот пазл, ну, максимально элегантно, чтобы не создать какую-то дополнительную турбулентность для себя и еще большее затягивание в какой-то минус или в какую-нибудь, ну, такую затянувшуюся ситуацию, но и в то же время выйти относительным победителем. Ну, вот правда, есть такой момент. Давайте мы сделаем так. Я думаю, для кого подходит вот эта сигнификация или то, что было в прошлом, вы продолжаете смотреть. Кому это не актуально, ну, что поделаешь. Все ситуации мы не рассмотрим за один расклад. А мы с вами идем дальше. И то же самое, как видит партнер. Ну, давайте вот альтернативно так посмотрим. Ну, правда, может быть, что-то там у человека произошло. О, конкретно, мужчина. Поэтому, конечно, мои расклады смотрят в основном девочки, девушки, женщины. И неважно, какой возраст. Любви все возрасты покорны. И это правильно. Особенно, когда, как называют третий возраст, мои дорогие, очень важно продолжать личную жизнь. Чтобы не становилась жизнь на какую-то безвременную паузу. И не думать, что теперь это меня не интересует, не волнует. Нет, в любом возрасте нужно продолжать вести как и активный образ жизни. Ничего не меняется. И в том числе область чувств, тем более, дважды, трижды, наверное. Итак, идем дальше. Что же думает человек? Или как он оценивает это самое прошлое, которое переходит в настоящее, чтобы мы могли правильно оценить, что ж там за незаконченная пьеса. А у человека, в принципе, выпадает все хорошо. Может быть, это и сигнификатор ваших отношений, его воспоминания о вас, как о человеке более чем стабильном. Карта Клевер – это максимально хорошая, добрая карта в добрых энергиях. Это энергия эмпатии, а главное
надежности. В наше сумасшедшее время, ну, наверное, даже не каждый человек может похвастаться тем, что встретил надежного партнера. Поэтому в этом он дает себе отчет совершенно реальный, что это было надежно. Может быть, на какой-то момент он начал сомневаться в себе. Хотя, конечно, мы можем говорить, кстати, как и в предыдущем нашем таком превью, да, которое о прошлом именно вас касался. Там ведь тоже карта змея. У кого-то это будет страстная любовь, которая именно еще и влечение очень сильное физическое. Это тоже такой побудительный мотив, который нас как в застенках держит. Мы невольно снова и снова возвращаемся мыслями. Это сложнее от этих навязчивых где-то воспоминаний избавиться. Но что-то подобное может быть и у партнера. Может быть, что-то и пошло не так, кстати. Все же и у вас змея, и у него змея. Значит, где-то наступил тот момент, когда либо он начал в вас сомневаться, либо, может быть, он и сам начал хитрить. Нет, тут я больше вижу, что это он сам поддался собственному эго. Вы знаете, тут могла быть такая метаморфоза. Вот через вот это благополучие. Вы человек надежный. А если мы говорим о солнце, это всегда то, что мы хотим осуществить. И не просто так, приблизительно. А это, если мы говорим эго, вот человек мог думать, что правильно поступить для него самого определенным образом. И вроде бы ничего не предвещало, то есть он был в вас уверен. И, может быть, он захотел попытаться сделать такую перерокировку с большей пользой для себя самого. Причем абсолютно в любом направлении. Он тут где-то мог расслабиться, потому что, мои дорогие, все-таки в отношениях мужчины и женщины очень часто проигрывается вот такой внутренний философский момент или психологический, когда женщина, она больше подстраивается. Ну, наверное, женская природа больше склонна к тому, чтобы ждать, да, или приходить на помощь, ухаживать, подстраиваться опять же. И многие это воспринимают как данность. Вот и что-то подобное, когда человеку так могло не просто показаться, он был уверен. И закралась, может быть, мысль или через вот эту уверенность. А дай-ка я сманипулирую для себя с какими-то большими бонусами. Может быть, и хитрость приходит после вот этой уверенности в отношениях. Потому что если благополучие, да, карта клевер, это ведь спокойная, добрая энергия. А эго – это огонь, который внутри. Когда нас что-то подталкивает, словно подмывает поступить именно так, как мы хотим – что мы, наверное, и имеем. Хорошо, и как это он видит на сегодняшний момент? Но было много приятного общения. Может быть, у вас были поездки, куда-то путешествия. Тут, правда, по аркану сад. Это была какая-то восхитительная история любви. Это были незабываемые встречи, разговоры душевные. Прогулки, может быть, под луной или беседы под луной. Тут какая-то романтика была. И много общения. И, может быть, вашу пару замечали, вам говорили двоим комплименты, и вы себя чувствовали, ну, словно, знаете, вы парили, вот какая-то легкость была, и казалось, что еще столько позитивных моментов ждет нашу пару впереди. Может быть, это мы смотрим на сегодняшний момент как воспоминания. По крайней мере, видимо, и в этих воспоминаниях контакты. Или человек может сейчас в воспоминаниях как оживлять то, что его радовало, вдохновляло, и на сегодняшний момент он оценивает вас как надежного друга. У вас ничего не может меняться. Более того, я думаю, что человек где-то вас воспринимает как личность очень контактную, многогранную, может быть, на данный период времени. Может быть, кстати, эта карта может свидетельствовать о том, что в данный период уже человек предполагает, и если я не буду продолжать отношения, ну, скорее всего, и вы, он допускает, что отвернетесь от него. Или даже если не отвернетесь, то личная история явно не будет продолжена, или если есть какие-то заинтересованности, именно, как мы говорили, да, по вашему раскладу предыдущему на вас, как вы это чувствуете. Человек может предполагать, что вы сумеете оставить эти отношения на дружеской ноге, оставить какую-то дружбу,
и пойти дальше. Но он настроен на сегодняшний день, ну, видит вас, по крайней мере, друга. Ну, давайте посмотрим. Но все-таки есть гора. И вы знаете, гора это... Он не знает, как подступиться. Это какая-то преграда. Хотя, мои дорогие, давайте так честно скажем. У кого-то... Вы действительно не все знали об этом человеке. Ведь не случайно это гора. Это та гора, вверху у нас аркан змея, который знает только он сам. Вы этого не знаете. Могли быть условия какие-то, которые как третье условие или третьи лица, которые его поставили перед фактом. И тут любая ситуация, к примеру, денежная. К примеру, если у человека была семья, может быть и есть семья, и были там какие-то обещания о том, что меня там ничего не связывает, или ну еще что-нибудь там можно придумать, да все что угодно, в виде обещаний. И вполне вероятно у вас уже и что-то начиналось даже, но потом... Видимо, человек тут что-то передумал. Или поставили условия, может быть, предыдущая семья. Возможно, и его, и дети, если вы точно знаете, что человек один или одна. Но дети имеется в виду, может быть, и взрослые. Все ведь зависит от того, в каком возрасте находится человек. Или, может быть, даже банально, вот эта гора, как разница в менталитете. Разница языковая, разница в каких-то устоях, традициях, мои дорогие. И это серьезная преграда, которую человек не сумел преодолеть. И вполне вероятно, другого способа он не нашел, как начать хитрить. Или конкретно есть какой-то интерес, может быть, шкурный, как я говорю, или денежный, скажем, более красиво, то вот этот момент он как будто выбрал, опять же, вот не вас, но это в данный период времени. Его держит что-то, понимаете? Не может он вот пересилить это. Видимо, это как третья сила, которая имеет больше силы, чем он сам над собой. Да, тут у кого-то могли быть документы. Может быть, это, к примеру, да, я как вариант, если это были какие-то прежние отношения, человеку могли быть выдвинуты условия, ну раз ты так решил, давай с тобой делить жилье, делить имущество, делить там, допустим, продавать, да, место проживания общее, или ты куда-то переезжай, к примеру, так. Или были какие-то еще согласования, вы ж не знаете, может быть и там какие-то моменты вполне конкретные, которые на практике все равно человека держат. И по башне это высокие инстанции. То есть нужно было пройти высокие инстанции. Или, может быть, нужны юристы, адвокаты. Какое-то дело быстро не решишь. У него желание, может быть, и было. Но вот здесь, если поставить на карту, как будто, да, или на чашу весов, гору, а на другую чашу вот эту башню, так еще вопрос, что перевесит. Сложная, равноценная ситуация. Давайте мы спросим, как он видит продолжение отношений в будущем. Как? Вот именно от самого себя. Ну, по книге это тайна. Он вам так и ничего не собирается рассказать. И даже где-то, если вы его будете пытаться вызвать на какой-то разговор, вряд ли. Тут закрытая книга. Все. Человек словно закрыл какую-то историю. Но, тем не менее, продолжение общения видит. Либо я могу отчасти обрадовать, по лилиям это искреннее общение, но здесь больше чего касается. Лилия – это где-то бубны, поэтому могу предположить, правда, документы, деньги. Дружба, хоть у нас и есть черви, но все же друг – это просто друг, какие-то взаимоотношения. Но и, кстати, посмотрите, Чиромаркетти в этой колоде не случайно прорисовал такую собаку, милую, а ошейника уже нет. Ошейник лежит рядом. То есть уже какие-то обязательства сняты. Это именно либо дружба искренняя, но это не какой-то поводок, который или на котором находятся двое. Этот человек может и вас так оценивать, что это вы словно сняли этот поводок. И, кстати, может быть, вот это время вашей паузы в отношениях заставило его задуматься о том, что вы-то тоже непредсказуемы. И для вас это позитивный момент, потому что
Он ведь тоже от вас словно зависит. Он не хочет вас, человек, терять. Может быть, да, он великий манипулятор. И есть у него какие-то свои интересы. Ну, что об этом говорить? Мы вынуждены это принимать как данность. Но вот отношение свое, восприятие поменять все-таки мы можем. И вот здесь, скорее всего, вы словно готовы продолжать какую-то дружбу, но она уже в другом должна строиться ключе. Более откровенном, искреннем или обозначить границы. Если это интересы по финансам, окей. Продолжаем, значит, в каком-то определенном формате. Если это нерешенные вопросы, значит, их нужно решить. И дальше мы на чем-то ставим либо точку, либо продолжаем. Здесь конкретика или искренние разговоры. Человек бы сам хотел этого искреннего разговора. Но сказать, что как обрубить отношения, даже если пауза, он не готов, это точно. Что же еще? Что из этой горы? Но хитрости все равно продолжатся. Ну вот есть, правда, на одной чаше весов у нас гора, на другую башня. Что тяжелее? Попробуй определи. И поэтому, видимо, вряд ли он может определиться. А может быть, ваш человек принадлежит к тому разряду людей, которые не могут на чем-то остановиться. Или которые думают, что завтра придет новый день, и вот завтра какая-то ситуация сама по себе изменится. Или его величество случай мне под какой-нибудь новый формат, вариант каких решений вашей ситуации. И поэтому он готов продолжать хитрить. Вот правда. Но у кого-то проиграется и так, что человек просто никому не верит. С такими людьми тоже очень сложно выстраивать отношения. Вы будете открыты для контактов, для обсуждения разных тем, не будет для вас закрытых. А он все равно рано или поздно закрывается. И что же? Дальше что? И вот смотрите, в итоге, как будто дорога в никуда. В обозначенной вот эту траекторию или фарватер могут вести отношения, вот та дружба или конкретное решение тех или иных вопросов, которые, ну, они еще какое-то время будут развиваться. Или, скажем так, чего ждать, мы говорим, да, вы и он, что будет дальше между вами. Ну, может быть, даже человек хочет так. Я вполне могу предположить, ведь по аркану гора, давайте так будем откровенными, и башня может проиграться, ведь это в отношении вас. Это вас так вот как будто отгородили от контактов с этой персоной. Он сам отгородился, да, потому что у него другой интерес. И здесь могут быть и новые отношения тоже, я этого допускаю. Это для вас это гора. Это он воздвиг эту стену, чтобы быть незамеченным словно. И, может быть, и правда это сопровождалось какой-то блокировкой, когда не отвечал на звонки, на письма. Словно так вот растворился человек. А в это время он что-то оформлял, и кто знает, может быть, дал какие-то обещания, может быть, новые даже обещания. Может быть, где-то, знаете, как сценарий наподобие вашем. Давайте примем этот факт как один из тысячи возможных, ну, по крайней мере, мы ведь по этим картам это тоже можем допустить, и потому что по башне уже какие-то обещанные, опять же, слова, намерения, цели, опять какие-то планы, построение чего-то нового, когда человек мог окунуться в это буквально, такое тоже могло быть. И не факт, кстати, что те отношения продолжатся достаточно долго. Нет здесь ни в чем гарантии. Здесь может быть какая-то история, которая тоже закончится ничем. Но, по крайней мере, мы рассматриваем ближайшее время, ближайшие события. Поэтому по карте крысы это мелкий какой-то вред, или всегда хитрость, или какой-то, ну, как будто урон. Это неожиданные действия, ведь это то, что в тайне, то, что мы не видим, по сути дела. И более того, по туче это тоже, опять же, еще и внешние какие-то обстоятельства, которые скрывают солнце. И, может быть, это где-то для вас вот продолжается вот эта скрытность, а у него попытки как-то выйти из создавшегося положения. Ну, вот так вот нам обрисовали карты. Давайте мы теперь отойдем от колоды Ленорман. И колесо года, причина, следствие, если мы с вами говорим. Продолжим. Что же?
Нам скажут карты, что будет между вами. Вот теперь, что же вас в ближайшее будущее, в ближайшее время? Может быть, этот вопрос, ну, ближайшее, совсем ближайшее, может быть, это недели или дни, да? Как будет продолжаться? Что нам расскажут о вашей паре? Выбор, каждый из вас стоит на выборе, это правда. Но, тем не менее, история любви какая-то, она не пускает. Добрые воспоминания. В этой колоде все равно нам больше карты про любовь, потому что вот эта красная нить, лента, как связаны руки у одного и второго. Все-таки больше пара. Но это еще и одновременно, увы, сепарация и стало быть выбор. Выбор все-таки есть. И десятка мечей, конечно, это карта, когда мы закрываем дверь в прошлое. И нам эти две карты еще пока не говорят, завершились отношения или нет. Но они говорят об одном, что выбор присутствует раз. И какой-то прежний этап ваших отношений, железно, он закончился. И теперь нам нужно определить, либо мы идем вместе, либо я иду одна. Либо мы выходим, встаем как будто с этого погоста или перестаем что-то ожидать, когда понятно, тут нечего ожидать. Не придет тот человек, не откликнется, какая-то прежняя история закончилась, но и уже где-то нас начинает отпускать по десятке мечей. Это прежде было, мы как словно прикованы были к земле вот этими мечами и не могли пошевелиться. Сложные эмоции или обещанное то, что, да, было, может быть, обещано буквально и казалось, вот оно совсем вблизи, а тут оно вышло так, что дальше далекого. Но вот этот жизненный этап, он должен закончиться. Карта «Вытоптанный сад». И знаете, вот между прочим, и ваш партнер тоже может на самом деле, вот эта змея, где-то вам не верить. Вот есть какой-то пункт, может быть, ваша фраза. Ну так вот, давайте откровенно. Или вы себя... Вы-то могли и не чувствовать, вы могли быть просто откровенными, как всегда. Но тут ведь очень многое зависит, как человек нас воспринимает. И что он себе поставил как задачу, да, от ваших отношений получить. Ведь мы об этом не думаем. Но вот его план, видимо, в какой-то момент или в каком-то пункте ваших взаимоотношений пошел совсем не в том направлении. Или когда его что-то перестало устраивать. Он понял, что вот этот словно вытоптанный сад его в душе. Но что-то подобное вы и сейчас видите. Что то, что вы сажали, или то, зачем вы ухаживали, словно кто-то сапогом прошелся. И, кстати, карта ведь она не говорит о том, что ничто нельзя вернуть. Мы можем все исправить. Ни одна карта не говорит об окончании. Она говорит о завершении ситуации, да? Для кого-то пятерка все-таки чаш часто символизирует наше разочарование. У кого-то это будет предательство, или вы оцениваете так, как предательство, но все равно вы идете вперед. Вот посмотрите, меняется вот этот выбор на четкое определение, что да, сад вытоптанный, кто-то сапогом по душе прошелся, увы. И если мы говорим десятка мечей, но она переходит в шестерку мечей. Была как точка, заключительный аккорд. А вот теперь начало. И обратите внимание на шестерку мечей. Всегда лодка или человек как будто отправляется от предыдущего берега, и этот берег нам изображен как безжизненная пустыня. А все, уже все проиграно. Все, что смогло, там выросло, и урожай мы уже там собрали. Там уже ничего не растет. Там уже в любом случае как бы вернуться полностью назад не получится, даже если мы говорим об отношениях. Может быть, кстати, и эта карта будет говорить о том, что вы уже какой-то новый план построили себе. Может быть, он совершенно отличен от того плана, нежели был первоначально для вас двоих. Для кого-то из вас, правда, будут означать отношения на расстоянии. Когда вы теперь себе какую-то новую стратегию, тактику, и вы уже что-то подсчитываете, вы уже ищете новые варианты. Может быть, вы это ищете где-то от безысходности, чтобы уйти быстрее вот от этих воспоминаний, выйти вот как раз из этого мрака. И тогда какой-то вас успех ждет. Здесь вполне вероятно, в новых отношениях вы найдете больше счастья. Ну, давайте все же еще две карты мы с вами достанем. Куда же идут ваши отношения? Что будет
в ближайшее время. Я часто говорю об этой карте как про образ Медузы Горгоны. Вы можете прочитать эту статью на моем сайте. Я оставлю ссылки на разные статьи под видео. Кому интересно, переходите на сайт, там разные у меня статьи имеются. Я уже не останавливаюсь подробно, но из-за чего Медуза Горгона по мифологии пострадала? Из-за своей доверчивости и наивности. И вы знаете, тут правда и человек может не верить, он может себя сам чувствовать жертвой. Но вот тут каждый что-то подобное ощущает, в этом вы похожи. И, в принципе, вот мне интересно, куда эту лодку навстречу друг другу вы готовы двигать, отплывать или в разные стороны? Казалось бы, замечательная карта, правда? Все будет зависеть от того, как это эго каждый готов усмирить в себе. Нам показан человек, буквально как противодействует, противостоит быку, такой мощной силе. И это нужно самого себя как будто сдерживать, потому что есть то, что вам не нравится. И если вы готовы быть дипломатом, может быть, оставить прошлое в прошлом. И это не просто слова, а когда не вспоминать. Может быть, не начинать все заново, не начинать какие-то объяснения или выяснения отношений, то тогда есть вариант, почему нет. Вроде как вы оба ресурсные, вполне ресурсные. И здесь каждый бы справился в каком-то сольном варианте, это правда. А еще я могу сказать, сложно таким людям договориться. Потому что вы можете... А здесь вообще вы как зеркалите друг друга. Вот этот вытоптанный сад. Или если мы говорим по аркану принцессы мечей, мы тут все теперь рассматриваем. Мы вблизи и вдали анализируем. Мы уже теперь никуда не спешим. Самая главная задача себе не навредить. Вот давайте мы шестую карту достанем. Что же там в ближайшем будущем? Туз жезлов. Все-таки я вижу, что для кого-то из вас контакты будут точно продолжены. Встретитесь вы или нет, куда пойдут ваши отношения, сказать сложно. Но по силе все-таки это еще и сила желания. Сила желания может быть что-то прояснить. А вот у кого насколько хватит терпения, сказать сложно. И по тузу жезлов это как сама по себе возможность, у кого-то побудительный мотив. И именно вот это физическое притяжение тут тоже может проиграться. Может быть, это и есть примирение, или, мои дорогие, правда, развязка будет. Все идет к большему пониманию. Может быть, вы получите какую-то новость, или известие, или письмо, может быть, вы уже получили, но, значит, ждите, последуют еще и другие, потому что здесь что-то должно быть именно приведено вот как отправной точки какой-то к единице. И дальше либо мы расходимся налево-направо, либо мы вместе идем вперед. Но, как прежде, уже не будет. Туз жезлов делит на до и после. Это мы смотрим на ближайшее будущее, ближайшие дни, ближайшие недели. Давайте посмотрим отдаленное будущее. Вы и он. Что же будет в отдаленном будущем между вами? Возьмем, может быть, месяц, более. Ну, я говорила, пару-тройку месяцев, не больше, целый расклад. Отдаленное будущее. Карта ностальгии. Карта ностальгии, все равно вот эти воспоминания, они вас не отпускают. И посмотрите, 2 шестерки. Если возьмем отплыть от берега, что-то перестроить даже, да, или в каком-то новом качестве начать отношения. Ведь я тоже сказала, мы этого не отрицаем. Хотя больше карта говорит о том, что мы вообще исследуем непознанную землю без карты, мы вообще идем вперед. Хотя у кого-то это даже может быть, опять же повторюсь, переезд куда-то далеко, дабы быстрее вот эти все сомнения, они от меня, ну, оставили меня в покое. Но опять же, уже 6 – это победа. И у вас, посмотрите, возможность, именно возможность построить, кстати, как и новые отношения, и, может быть, выйти из какой-то ностальгии. Опять же, карты не говорят однозначно. Эта карта говорит о том, что и если это надежно, то это будет продолжено. Но я могу также предположить, поскольку вверху старший аркан и тоже 6-й, нам говорят о том, что в некотором контексте и в отдаленном будущем еще отношения могут быть сохранены. Ну хорошо.
что вас ждет, что будет между вами. Но тут может быть, вот смотрите, не ждите от этого человека слишком многого. И он-то, кстати, от вас тоже может не ждать. Это карта харизматичного лидера. Здесь каждый немножко по себе, сам. В плане дать совет или в плане, ну, как вдохновить. Вот вы можете друг друга, кстати, очень хорошо вдохновлять. И, может быть, как вы это чувствуете, если это у вас проигрывается или есть такое совпадение, то и человека вы можете вдохновлять. И не важно, что нам тут король жезлов. Да, он вдохновляется от вас, да, но и вы-то именно в таких энергиях. Это вы человеку солнце, свет, радость вместо какой-то тьмы приносите. Ведь на самом деле это тоже может быть. И поэтому вот эти воспоминания, они не оставят человека и на будущее. Так что же будет между вами? Карта Солнца. Казалось бы, можно радоваться, правда? И опять двойственная ситуация. Вот нет однозначного какого-то выбора. Я вам могу сказать, что вот вас точно отпустит. Либо с этим человеком, либо с другим. Карта Солнца – это вы и ваше счастье. Но это мы можем и столкнуться, опять же, с чужим где-то эго. И здесь каждый больше, особенно у вас, посмотрите, карта харизматичного лидера. Здесь мы именно поступаем так, как мы хотим. А карта Солнца усиливает это все. Но это еще и карта выбора правильного направления. Поэтому я могу вам сказать, за ближайшие 6-8 месяцев у вас что-то будет, может быть, продолжаться в той или иной мере, в том или ином ключе. Но каждый из вас будет выбирать свое направление, делать какие-то выводы. Но, может быть, вам и хочется быстрее в чем-то поставить точку. Вряд ли, мои дорогие. Тут такие кармические отношения, которые вот так раз, и все закончилось. Так не получается. А у кого-то это будет связано действительно с бизнесом или с какими-то делами. И тут тоже, значит, быстро одним махом не разберешься. И дальше у нас идет аркан повешенный. Но, видимо, так или иначе что-то придет, как я говорила, к финалу. Но не прямо сейчас, если мы делим даже 6 месяцев или 6 карт, мы поделим как карта на месяц, да, и вот отсчитайте. К примеру, я делаю этот расклад в июне, но неважно, когда вы смотрите, вы тоже можете, раз нашли этот расклад, где-то так попытаться переложить по месяцам. Это то, что в ближайший месяц, как развязываются или продолжаются события. Так вот, от этого момента, в котором вы находитесь данный период, это у нас может быть как июнь, то, что есть сейчас, да, выбор и воспоминания. Июль, ну, время делать выборы, но тут все равно каждый на своей волне. Может быть и вот и этот вытоптанный сад, но все же с арканом Солнца. Это может быть как в августе, так и в сентябре. Какая-то встреча важная, переговоры, но я допускаю, по крайней мере. Или пусть это будет не встреча, а какие-то согласования или важные решения, мои дорогие, потому что аркан повешенный говорит, что тут ничего не происходит. И это мы уже с вами смотрим где-то сентябрь, да? Поэтому на сентябрь какая-то пауза, может быть, и все равно возникнет. Нам не говорят, по какой ситуации. Кстати, старший аркан, у кого-то это будут внешние события. Может быть, общемировые события, если вы с человеком на расстоянии. Какая-то перезагрузка явно тут будет. Так вот, к чему же идут ваши отношения? Ну, наверное, по четверке пентаклей каждый становится словно жадиной. И, соответственно, семерка жезлов, каждый спасает сам себя и свое добро. Кармические отношения, они бывают тем и сложны, то, что мы не можем их определить сразу. И тем, что мы их не можем завершить сразу. Мы не можем сыграть последний аккорд, развернуться и уйти. Если мы резко что-то рвем, значит и нас будет рвать, ломать какой-то длительный период времени. Все равно от мысли мы не избавимся. Примите тот факт, будьте милосердны к самим себе, кто смотрит этот расклад. И если действительно он у вас с вами совпадает, то есть откликается в вашей душе, потому что здесь что-то быстро не решится. И будет еще... Вот верхний ряд нам наоборот говорит, что да, еще какие-то контакты будут продолжены. И даже на отдаленное будущее, ближайшее и вот отдаленное. Но, видимо, уже начинается, или вы приходите к какой-то точке невозврата, когда по повешенному все равно ваши пути дороги расходятся.
И именно из-за того, что вы понимаете, все же мы разные. Каждый сохраняет буквально свое добро и сам себя. Вы закрываетесь, вы не хотите собой рисковать. И, может быть, буквально по 7 жезлов вам, кому-то из вас, вдохновлять кого-то, тратить силы просто не хочется. Но я больше вижу именно вас. Какая-то ситуация, она бесцельна. Но сказать, что вот именно как мы делаем этот расклад, вы тут какие-то инновационно-революционные будете вносить перемены, это все равно ни к чему не приведет. Давайте мы достанем, ну, может быть, даже как карту совет, чтобы вам посоветовали карты. Как к этим отношениям относиться? Вот так и хочется спросить, как к этому всему относиться. Туз чаш. Вдохновись моментом. То есть все-таки есть каким-то образом, либо этот человек вам может помочь, либо есть что терять, буквально. И есть то, что должно быть продолжено. Поэтому пока вы, прежде чем вы сложите в какой-то единый красивый узор или подведете к знаменателю, от чего-то не отказывайтесь. Не отказывайтесь, может быть, даже от каких-то кратковременных контактов, потому что вам это для чего-то нужно, для вашего благополучия. И не только для благополучия, а для радости. Еще одна карта совет. Но при этом, если необходимо, будьте готовы к тому, что вы закроете эту историю, правда? Словно уйдете вот за этот забор. Карта говорит о том, что вы уже со своей стороны сделали все, что могли. Вот вы тут ничего не поменяете. Здесь больше будет исходить от инициативы партнера. Поэтому, может быть, это и есть инициатива партнера. И если эта инициатива есть, то тогда откликайтесь. А если нет, то тогда, ну, я тут вижу, что все равно будут какие-то либо переписки, либо аккуратные шаги. Вот я, может быть, и с вашей стороны. Но сказать, что вы прямо так без оглядки куда-то мчитесь, по 9 жезлов точно нет. Какие... Тут надо думать или делить надвое, как себя сохранить. Здесь что-то должно быть по справедливости. Вот, наверное, по сути, аркан правосудия – это и есть карма. И это причина и следствие. И значит, та причина, которая послужила вашим встречам, вашим взаимоотношениям, она имеет свой срок, прописанный как в небесных скрижалях. И тут мы, опять же, не можем что-то убыстрить. Я, кстати, допускаю, что здесь должно быть по справедливости либо участие человека в каком-то вопросе, либо то, что вы приведете к знаменателю, если не только чувства, а еще какая-то данная конкретика, деньги, имущество, какие-то взаимосвязи, документы вас еще соединяют, то здесь точно будет что-то продолжено, потому что должно быть все приведено в баланс. Вот как будто сколько на одной чаше весов должно быть и на другой. Я также могу предположить, кто как сумеет договориться. Я как раз и говорила в этом ряду, кто как вот свое эго может отчасти причесать. Потому что по правосудию мы можем, кстати, вы можете согласиться, если человек вам предложит какой-то новый формат ваших отношений, и при этом он будет готов на заключение некоторых документов. И вы тогда оставите и дружбу, и сотрудничество, или взаимоотношения. Мои дорогие, у вас может быть и такая ситуация, когда вы придете к выводу, что мне на данном периоде времени это выгодно, удобно. Не все люди в нашу жизнь приходят надолго. Кто-то приходит на короткий срок, кто-то подольше. Вот что-то подобное у вас с этим человеком. И, может быть, он вам необходим точно так же, как вы необходимы ему. И вам будет очень важно увидеть, для чего. Все-таки мы сказали 6-8 месяцев. И правда, как минимум до конца 2025 года. Пройдите как-то очень аккуратно этот путь. Что-то не форсируйте. Я сожалею, что это не так быстро что-то решается. И вот все карты, посмотрите, тут даже не зная карт Таро, продолжение какое-то следует. Но по аркану справедливости есть для чего-то как надобность в этих отношениях.
И тем более есть и польза, если это может иметь какой-то либо финансовый, либо документальный эквивалент. У кого что. Еще одну карту совет. Приготовьтесь к тому, что, возможно, за этот период у вас отношения вообще, в принципе, будут где-то перемежаться. То человек еще раз появится, а потом пропадет, аркан повешенный. Нет, не будет какой-то кардинальной перемены, нет. Но вы за этот период, я все-таки вижу вашу именно возможность, понимаете, вы должны все равно для себя какую-то новую траекторию. Отплыть от этой безжизненной пустыни, мои дорогие. План А, план Б, план С. Не должны вы замирать в одиночестве или в ожидании. Не жди того, кто не придет. И пусть этот человек жив-здоров, хотя, кто знает, может быть, тут и у человека по здоровью, кстати, я такое могу допустить, какие-то вопросы, которые он вам не говорит. Тут ведь какие-то тайны тоже могут быть. Мы по предыдущим, по арканам Ленорман, тоже смотрели. И это нельзя сбрасывать со счетов. Но, тем не менее, на ближайшие месяцы все-таки контакты будут продолжены. Но сказать, что что-то вот прямо так быстро начнет развиваться, стремительно. Да, может быть, начнется. А потом бац, и опять может быть пауза. Ну, вот как-то так. Совет. Будьте к этому готовы. В конечном итоге, видимо, и вы приходите вот к этому выводу, да, как вот по предыдущим картам я говорила в этом ряду, что это было мое искаженное восприятие. Перестает в вас самих жить какой-то интерес, продолжать какую-то историю, понимаете? Здесь все завершается своим чередом. Это карта искаженного восприятия. И это мы раньше вот надеялись, верили, но, видимо, шаг за шагом вам придется пройти тот путь, когда мы понимаем, что да нет, это на самом деле нам, может быть, и казалось по чувствам. Но, тем не менее, мы приходим к выводу, что чем-то эти отношения и нас обогатили или были нам полезны. Ну уж точно второй раз мы такие грабли не найдем. Может быть, это перед тем, как быть счастливым, точно по тройке жезлов, вы идете уже в будущее. Вот последний ряд, что нам показывает, туз жезлов. Спасаем свое добро буквально, когда мы не торопимся кому-то откликаться. Здесь, тут мы у себя сами на первом месте. И карта тройка жезлов – это карта будущего. Вот здесь перезагрузка. Давайте мы узнаем, когда же это произойдет. Принцесса жезлов. Вот конкретно нам говорят служанка в ожидании. Вот удивительно. И принцесса жезлов, когда это может произойти? Здесь, знаете, в любой момент как-то ситуация все же, мы все разные, она может начать меняться. Почему? Кто-то из вас, может, и сам устал быть служанкой в ожидании, и вы переключите просто свое внимание на что-то другое. Я вам хочу сказать, что с учетом шестерки мечей, это даже следует сделать буквально сразу после нашего расклада. Не жди того, кто не придет. Как будто нужно сейчас. Вот план А, план Б, план С. Продумать, может быть, как познакомиться с другим человеком, как отстроить более счастливую историю своей судьбы. Но служанкой в ожидании быть не стоит. Давайте мы посмотрим. Мне вот интересно. Варианты новых отношений. А вот если мы с вами допустим, что вот это ожидание вы завершаете, расширяете кругозор общения или горизонт общения. Кругозор, может быть, вы начинаете что-то учить. И обрастаете, можно сказать, да, или находитесь в другой общности, с другим коллективом, впускаете в свою жизнь новых людей, то как будет тогда строиться ваша жизнь личная? Давайте забежим на 3 карты вперед. Еще одна тройка. Вы сдаете как жизненный экзамен. Ну, значит, все то, что мы с вами говорили, это как по судьбе. Этот экзамен мы должны сделать выводы, словно сдать такой вот главный тест на наше творчество, на наше правильное восприятие мира. Но, правда, это момент перехода между прошлым и будущим. Так как сложится ваша личная жизнь. Момент перехода себя включает, когда вам придется для кого-то, может быть,
улаживать некоторые вопросы по финансам. И если, правда, на первый взгляд станут темы именно финансовые, казалось бы, да, причем тут личная жизнь. А я вам скажу, карта может подсказывать, что ты будешь занят своим творчеством, вдохновишься каким-то делом, потому что ты по-другому будешь оценивать вокруг обстановку. Ты вдруг поймешь, что ты не ресурсен, вот как этот человек под мухомором, что у тебя недостаток чего-то. У тебя недостаток, может быть, и буквально финансов, а деньги– один из способов взаимодействия с миром, когда вам и захочется новых высот, новых побед, новых честолюбивых планов, когда вас просто будет не устраивать своя жизнь. Не устраивать в том плане, когда вы уже готовы что-то действовать или делать, или ну, каким-то кардинальным образом менять самого себя. По пятерке мы вынуждены с людьми договариваться. Тут вы вообще становитесь более осторожным, чтобы чего-то не упустить. Может быть, даже и контакты вы будете пересматривать вот так. Знаете, раньше вы пропускали через себя, через свои эмоции, а тут вы понимаете, что это не имеет смысла. Есть люди, которые либо выгодные, вот извините, совершенно в другую сторону идет наш расклад, а есть те, которые, ну нет, они мне приносят какие-то отрицательные моменты. Я больше не хочу обманываться. Я больше не хочу недостатка. Это как момент перезагрузки. Что тогда? Ну вот даже, мои дорогие девочки, это вы становитесь в более мужских энергиях. И по этой карте, кстати, вы встретите того человека, который будет вам надежным. Вы как будто через свое личное дело, через творчество, через расширение контактов, через то, что вы поднимаетесь на новую ступень иерархии. Вот может быть даже так. И вы встречаете другого человека. Этот человек в вашем поле не присутствует на данный период времени, когда мы рассматриваем расклад. Вам, как по судьбе, совсем другой человек. Приготовьтесь к тому, что этот человек будет очень рациональный. Да, эти люди надежные, но для них деньги на первом месте. Вы можете заскучать в уголке, потому что с вдохновением, творчеством тяжеловато у этого человека. Но то, что он будет готов в вас вкладываться, это точно. Сказать, будете ли вы счастливы, сложно. Но то, что ваша уверенность, ваша, точнее, жизнь будет приобретать какие-то более четкие очертания. И вы будете, ну, как на якоре, или чувствовать свою безопасность с этим человеком. Вот это правда. Перекладывайте на себя, мои дорогие, буду благодарна комментариям. Вот эти 3 карты, я честно надеялась, что нам тут что-то такое, ну, более это эмоциональное. А карты нет, вас увели вообще в сторону финансов, личного творчества, самовыражения, построения, может быть, первые шаги бизнеса или личного какого-то дела. Как будто совершенно необходимо для того, чтобы встретить этого человека, быть в другом обществе. Перекладывайте на себя. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.